Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. А сегодня я хочу вам показать, как связать летнюю кофточку-туничку трансформер. Вяжется легко и быстро. Я вам покажу и пряжу расскажу, и как вязать пошагово мастер-класс. Справится даже новичок. Ну что, свяжем? Итак, начнем по порядку и начнем с пряжи, да, пряжа и крючок. Итак, я использую, смотрите, называется Yarn Art Ideal. Так, моточки небольшие, по 50 грамм, в 50 граммах находится 170 метров, по составу 100% хлопок. Сразу же, пока не забыла, цвет у меня 244, кому понравится. И нам здесь советуют производители, смотрите, брать крючок 3 миллиметра. Я беру крючок 3 миллиметра, но при этом напоминаю вам о том, что вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть, не обязательно брать такую же, как у меня. Самое главное подобрать правильно крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Угу. Далее схемку я прикладываю, она четкая, понятная, вы все увидите, разберетесь. Кто умеет работать со схемками, можете приступать работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, обязательно у вас все получится. Ну что ж, приступаем вязать образец. Давайте. Итак, прежде чем мы начнем с вами вязать образец, хочу сказать вам, что пошаговый мастер-класс в PDF-формате вы можете приобрести в моем магазине Etsy. Ссылка находится в описании к видео, а также находится в закрепленном комментарии. Вяжите с удовольствием. Итак, смотрим на схемку. Раппорт узорчика составляет 16 петель плюс 1. Я давайте наберу для образца 2 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и плюс 1 33 воздушные петельки. Ну, а вы для своего образца можете набирать столько, сколько вам необходимо. Итак, в начале все как всегда. Делаем петельку фиксации и при наборе петелек ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, приступаем непосредственно сразу же к узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это имитация столбика с накидом. Далее 1 воздушная петелька по узорчику. Это уже 4. Так. Дальше имитация столбика с накидом будет стоять у нас на 5-м столбике. Так. 6-й пропускаем и получается в 7-й. Вот от крючка считайте 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-й. В 7-ю петельку накид нырнули и провязываем столбик с накидом вот так вот по 2 петельки. И у нас с вами получается вот такое вот первое окошечко, как на схемке. Поняли? Идем дальше. Воздушная петелька. Пропускаем, аккуратно смотрим, 1 петельку цепочки. И в следующую петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Формируется еще одно окошко. Воздушная петелька, накид. Точно так же пропускаем 1 петельку цепочки и в следующую провязываем столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете, формируете окошки, пропустили в следующую, до конца ряда. Если вы все правильно посчитали, правильно набрали количество петелек, у вас получится вот такая вот интересная дорожка из окошечек. Пропустили, в следующую провязали столбик с накидом. Поняли, да? Все. И вот так вот вы идете, шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Все, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши окошечки практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот получается 1 воздушная петелька, накид, 1 воздушную петельку цепочки пропускаем. И вот в последнюю петельку нырнули и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого здесь 4 воздушные петельки. Дальше накид. И пропускаем нашу арочку. И вот прям столбик в столбик провязываем столбик с накидом. То есть над окошком формируется вот такое вот окошко. Понятно? Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид.
Теперь смотрите, пропускаем 3 окошка. Раз, два, три. Пропустили. И вот в этот следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, дальше не провязываем. Накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, дальше не провязываем. И третий раз накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, стоп. Теперь у нас на крючке 3 столбика с накидом, да, провязанных не до конца. И вот такая вот петелька, которая была на крючке. Мы все это вместе провязываем за один раз. И получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Угу. Идем дальше. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Пропускаем точно так же 3 окошка. Раз, два, три. И вот в этот столбик следующий нырнули и провязали столбик с накидом. Красота, красота. И несложно. Опять делаем воздушную петельку и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Вот. Мы с вами провязали раппорт нашего узорчика. Дальше будет повторение. Опять делаем воздушную петельку и формируем такое же окошко. Столбик в столбик. Есть. Давайте вместе 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Пропускаем 3 окошка. Раз, два, три. И вот в этот столбик мы провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Провязываю быстро, потому что, повторяю, мы уже с вами провязывали, да? Теперь все вместе. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Кому быстро, нажимайте на паузу. Либо в настройках у себя сделайте скорость, которая вам будет комфортна. Накид. Пропускаем 3 окошка. Раз, два, три. И вот в этот столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять пропускаем одну воздушную петельку. И здесь у нас, помните, были 3 петельки подъема. Так? Вот в эту следующую петельку мы провязываем столбик с накидом. У нас получается окошко над окошком. Все, ряд наш закончен. Мы сами вместе полностью провязали второй ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. И точно так же формируем окошко, то есть следующий столбик провязываем столбик с накидом. Тут как удобно получается. У нас везде над окошками будут окошки. Поняли? То есть здесь вы не запутаетесь. Идем дальше. Здесь будьте внимательны. Сейчас мы будем делать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Теперь смотрите. Вот наш столбик, да? 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Перед этими столбиками делаем столбик без накидов, арочку. И после, так? Но по схемке тут не указана воздушная петелька. Я просто порекомендую вам, как сделать. Сделайте между этими столбиками воздушную петельку, потому что дальше у нас будет 3 столбика. Раз, два, три. И чтобы вы четко понимали, куда вы будете присоединяться, я вам рекомендую здесь сделать воздушную петельку и следующую арочку столбик без накида. Поняли? Вот такая вот небольшая особенность от меня. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся на наши окошки. Над окошками будут окошки. Итак, в столбик с накидом, столбик с накидом. Над воздушной петелькой воздушная петелька. Над столбиком с накидом столбик с накидом. Поняли, да? Все, вот наш раппорт закончен. Дальше повторяем вместе. Воздушная петелька, столбик с накидом. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся. Вот столбик без накида в арочку. Воздушная петелька. Перепрыгнули наш столбик, да? И в следующий, получается, арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот получается опять наше окошко. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Пропускаем здесь одну воздушную петельку. И в третью петельку подъема провязываем столбик с накидом. Все. Над окошечком формируется окошечко. Вон, как вам? Вот такая красота. Идем дальше. Итак, продолжаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Далее опять столбик, столбик с накидом. Формируем окошечко. Здесь несложно.
Дальше, смотрите, опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь мы, смотрите, шагаем в арочку и перед столбиком без накида предыдущего ряда, вот в эту арочку, провязываем столбик без накида. 1. Дальше у нас была здесь воздушная петелька по центру, да, такая вот маленькая арочка, в нее столбик без накида 2. И за столбиком в следующую арочку столбик без накида 3. Поняли? Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И переключаемся на наши окошки. Тут без изменений. Вы уже умеете это провязывать. Провязываем столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. И дальше повторение. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Формируем окошко. Угу. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И переключаемся вот вначале в первую арочку перед столбиком, столбик без накида. Далее вот мы делали арочку из одной воздушной петельки, в нее столбик без накида. И в последнюю арочку за столбиком без накида, столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять формируем окошко, столбик с накидом, воздушная петелька. Одну воздушную петельку пропускаем и в третью петельку подъема предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Как вам? Красота растет прямо на глазах, да? И несложно. Идем дальше. Итак, для начала точно так же 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. И теперь смотрите. Точно так же формируем окошко, провязываем столбик с накидом. Есть. А теперь будьте внимательны. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И накид. Вот наш центральный столбик без накида, который мы провязывали. В него ныряем, вытягиваем ниточку, 2 петельки провязываем, стоп, держим на крючке. Накид. Точно так же сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, нырнули, вытянули, провязали 2 петельки, стоп. И вот теперь точно так же, как мы провязывали вот внизу, да, наши 3 столбика с общей верхушкой, точно так же за один раз провязываем все вместе. Оп. И опять получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся на наши окошечки. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. Вот наш раппорт. Дальше опять повторение. Воздушная петелька, столбик с накидом, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас 3 столбика. Мы в центральный столбик без накида предыдущего ряда провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Повторюсь, кому быстро, ставьте на паузу, либо у себя в настройках меняйте скорость, как вам будет комфортно. И провязали все вместе за один раз. Есть. Сейчас ниточка распутается. Так, продолжаем. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять делаем наши окошечки. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И столбик, получается, провязываем. Воздушную петельку пропустили. И в третью петельку подъема провязываем столбик с накидом. Все. Красота. Красота. Дальше, получается, будет повторение. То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт узора. Так? Когда вы его отпарите, ну, то есть сделаете влажную тепловую обработку, вы посчитаете, сколько у вас петелек будет непосредственно в таком горизонтальном раппорте, да, сколько петелек, сколько сантиметров. И посчитайте точно так же, сколько будет вертикальным, да, то есть чтобы знать, сколько рядочков вы будете провязывать, да, смотря какая у вас будет высота вашего изделия. И также сколько вы будете набирать петелек для того, чтобы сделать ширину вашего изделия. Идем дальше. Итак, наша с вами задача вот провязать самый-самый первый ряд, состоящий из окошечек. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Поняли, да? И дальше формируем окошечко. Тут несложно. Дальше воздушная петелька. И здесь вы можете сделать как? Вы можете просто провязать в арочку столбик с накидом. Воздушная петелька. В арочку столбик с накидом.
воздушная петелька, и потом вот непосредственно верхушку нашего столбика провязать столбик с накидом. То есть вариант есть такой, но он как бы и некрасивый, и столбики бегают. Поэтому я предлагаю вам другой сейчас для сравнения. Воздушная петелька. Вспоминайте, у нас здесь было 5 петелек воздушных, так? Итак, первую петельку мы пропускаем, а во вторую мы провязываем прямо в петельку, видите? Постарайтесь провязать прямо в петельку, будет очень аккуратно и очень красиво. Итак, столбик с накидом, первое окошко готово, воздушная петелька. Опять пропускаем одну воздушную петельку и в следующую провязываем столбик с накидом. Еще одно окошко готово. Есть. Воздушная петелька. Вот нашу воздушную петельку последнюю пропускаем и в столбик провязываем столбик с накидом. Внимательно посмотрите, какие вам больше всего нравятся окошки. Справа или слева. Я понимаю, все зависит от крючка, от толщины вашей пряжи, но постарайтесь сделать именно в петельку, так будет намного симпатичнее и красивее. Но если уж совсем не получается, то провязывайте так, потом при влажной тепловой обработке столбики подкорректируйте, выровняйте, все будет красиво. Поняли? Все. И дальше вот так же провязываем опять окошки до конца ряда. Угу. Несложно? Совсем не сложно. Не нужно ничего смещать в шахматном порядке, ничего сложного запоминать. То есть вот петельку пропустили, следующую провязали столбик с накидом. Петельку пропустили, вот следующую провязали столбик с накидом. Постарайтесь именно один ряд, нужно просто так вот посидеть, да, аккуратно провязать, но зато красиво будет, очень-очень-очень. Все, поняли? Все, и провязывайте вот так образец до нужного вам размера, да, фиксируйте, делайте влажную тепловую обработку и замеряйте. Итак, ну что, приступаем к самому интересному, да, это расчеты. Итак, начинаем с чего? Что раппорт нашего узорчика равняется 16 петелек плюс 1. То есть сколько вам необходимо будет набрать итого петелек на ваше изделие. Запомнили, я вяжу на размер 48. То есть это у меня будет не оверсайз, да, но свободное, так скажем, прилегание. Идем дальше. Когда я провязала свой образец, я посчитала, что один раппорт у меня равняется 6,5 сантиметров. Эта цифра может быть у всех разная. Все зависит от пряжи, от плотности вашего вязания, от вашего крючка. Идем дальше. 6,5 сантиметров. Запомнили. Например, у меня. Дальше. Я буду провязывать, ну вот, схематично вам нарисую. Это у меня будут приблизительно такие вот квадратные два одинаковых полотна, что перед, что спинка. И здесь я посчитала, что в принципе 9 раппортов мне здесь будет достаточно. То есть 9 раппортов получается. 9 умножим на 16, так? И плюс 1 получается 145 воздушных петелек я набираю. То есть если мы, например, 9 умножим на 6,5, вот это в моем случае, да, помните, то получается у меня здесь будет 59,5 сантиметров. Поняли? То есть на 48 размер это в принципе достаточно. То есть сильно большой оверсайз мне не требуется. Опять же, это может быть цифра у вас своя. Запомнили? Идем дальше. Сколько в высоту нужно вязать рядочков? Тут уже на ваше усмотрение. Укороченный вариант, удлиненный вариант и так далее. То есть как вы хотите. Но я, например, провязала, да, 10 вертикальных раппортов. Я посчитала, что один вертикальный, вот именно так вот, вертикальный раппорт у меня составляет 5,5 сантиметров. Я провязала 10 таких раппортов, да, то есть умножаем на 5,5. Получается у меня в высоту будет 55 сантиметров, но на этом все не останавливается еще, да. То есть я хочу дополнительно вот здесь вот, получается, для плечиков сделать дополнительно, провязать сеточку. Что спереди, что сзади. Поняли? То есть у меня будут идентичны два полотна. И перед, и спинка. Поняли? Как я это буду провязывать? Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот, когда мы провязали полностью наш раппорт, так, заканчиваю я, конкретно я, заканчиваю именно вот окошечками. Но потом я продолжаю вязать, буквально вот 3 раппорта, 1, 2, 3, я продолжаю вязать вот такой вот сеточкой. Просто я формирую окошечки.
четко над каждым окошечком новое окошечко, и все. То есть получается, когда мой раппорт закончился, следующий ряд окошек, да, полностью до конца. А потом просто достаточно 3 рядов, я их потом непосредственно плечевым швом здесь соединю. Вы это можете делать, можете не делать, да, то есть как бы горловинка такая вот небольшое будет углубление. Либо вы можете просто оставить на данном ряду, и у вас будет как лодочка. Либо можете сделать больше рядов, у вас, естественно, горловинка будет еще ниже. Поняли принцип? Вот сейчас покажу, как провязывать непосредственно данные окошечки. Итак, смотрите, вот вы вязали, 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 да, вот у меня получается здесь 9 раппортов провязано, и здесь получается в высоту у меня 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, и когда я 10 провязала, я со следующего раппорта оставила только лишь вот эти вот окошечки, поняли? Я провязала окошечки. Вот получается, у меня ряд шел вот таким вот образом, то есть слева направо, вот так вот, чтобы сохранить именно лицевую изнаночную сторону. И дальше я продолжаю вязать вот по этой стороне свои столбики окошечками. Смотрите, сколько получается. Раз раппорт, так, наши паучки, или как-то называть, стрекозки. Дальше 2 раппорт и следующий 3 раппорт. Поняли? Четко 3 раппорта. Повторюсь, вы можете делать больше, можете делать меньше, какое у вас будет плечико. Получается, я должна идти опять же по этой стороне, так? То есть я буду присоединяться вот здесь. Вот пропускаю 3 раппорта. Раз, два, три. В моем случае. Ну, у меня так получилось, что 9 раппортов очень хорошо делятся. И вот получается, заканчивается раппорт. Видите, вот на этом столбике. Значит, здесь я присоединяюсь. И вот мои 3 раппорта. Раз, два, три. Я буду провязывать окошечки. То есть здесь несложно. Вот мой столбик. Я берусь за него. Беру свою рабочую ниточку. Делаю вот такую вот петельку фиксации, как мы делаем все время в начале нашего вязания. И уже потом только эту петельку, петелька не хочет делаться. Сейчас сделаем ее еще раз. Итак, петелька фиксации. И только потом уже эту петельку я вот так вот протягиваю и начинаю провязывать 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это имитация столбика с накидом. Дальше воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Здесь я ниточку кончик ввязывать буду, то есть я с собой тяну. Накид. И вот наш столбик. Я провязываю столбик с накидом. Воздушная петелька. Следующий столбик. Ниточку, видите, с собой тяну. Я провязываю столбик с накидом. Воздушная петелька и опять. То есть у нас здесь ничего сложного. Над каждым столбиком будет столбик с накидом, над каждой воздушной петелькой будет воздушная петелька. Все, и вот так вот провязываете до конца ряда. Сейчас последним стежком зафиксируем рабочую ниточку, кончик. Видите? Все. И вот так вот вяжете до конца ряда. Ну, совсем не сложно, все очень даже просто. Справится и новичок, да? Давайте до конца ряда. Ну и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно. Давайте. Итак, смотрите, вот провязали первый ряд, ничего сложного. Как мы заканчиваем наш ряд? Тут тоже все очень просто. Воздушная петелька, накид, и там, где у нас получается воздушную петельку пропускаем, в третью петельку подъема провязываем столбик с накидом. Все, ряд закончен. Опять 3 воздушные петельки, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику, итого 4 воздушные петельки, и шагаем в обратном порядке, провязываем точно так же. Столбики с накидом вместе с воздушными петельками по очереди формируем вот такие вот окошки. Ну, согласитесь, все очень просто. Я думаю, нет смысла показывать дальше. Количество рядочков вы здесь можете определять сами. Так, как вы больше захотите, я уже вам говорила. Получается, у меня здесь я провязала вот 3 ряда. Раз, два, три. Мне, в принципе, этого достаточно. Это я буду делать также спереди, да, передняя, скажем, моя, скажем, деталька. И точно так же по спинке я буду делать. Угу. Давайте самостоятельно делайте по переду, по спинке. Встречаемся на моменте, когда будем сшивать плечевые швы. Договорились? Давайте. У вас получится. Итак, смотрите, после того, как вы провязали плечики, так, с одной стороны, с другой стороны,
мы будем соединять два полотна, перед и спинку. Главное условие, чтобы лицевые стороны смотрели друг на друга. Как я определяю, что это лицевая сторона? То есть я беру нижний край, начало своего вязания и смотрю вот по этим самым первым столбикам. Так? Они у меня здесь вот лицевые, значит, это у меня будет лицевая сторона, это изнаночная. Развернула и положила, получается, вниз, да? Второе получается вот полотно прямо наоборот, да, то есть вот у меня лицевая сторона. Я их соединяю и дальше буду сшивать, смотрите, либо крючком, как вам удобно будет, либо иголкой. То есть на ваше усмотрение. Крючком вы можете здесь провязывать соединительные столбики, столбики без накида, как хотите. Я буду делать иголочкой. Самое главное, главный принцип, когда будем соединять наши перед и спинку. Вот, если сверху посмотреть на все столбики, да, то они выглядят сверху как капельки. Я в каждом видео вот говорю, капельки. Получается, наружная стенка у капельки есть. Вот она, капелька одна. И внутренняя. Вот она, внутренняя. Вот она, наружная. Будем работать только с внутренними. Поняли? Это вот у этого полотна. У этого полотна, получается, вот внутренняя. Так? То есть внутрь смотрит. И наружная стенка. Наружная стенка, внутренняя стенка. Работаем только с внутренними стенками. Итак, у нас получается здесь 3 петельки подъема и воздушная петелька по узорчику. В третью петельку во внутреннюю стенку. Раз, ввели не крючок, а иголочку. Точно так же здесь 3 петельки подъема, воздушная петелька. Вот в третью петельку раз, ввели, получается, иголочку. И просто здесь завязали наш кончик. В дальнейшем мы его ввяжем в обвязку. И ничего видно не будет. Итак, вот зафиксировали. Все. И дальше начинаем сшивать перед и спинку. Дальше у нас, смотрите, по узорчику идет воздушная петелька. Помните, да, окошечко наше, воздушная петелька. Здесь взяли внутреннюю стенку. Вот. Здесь точно так же берем внутреннюю стенку. И просто потянули ниточку. Дальше следующий у нас идет столбик. У столбика взяли внутреннюю стенку. И здесь столбик следующий. Внутреннюю стенку. Поняли, да? Видно хорошо. И точно так же провязали ниточку. Идем дальше. Дальше у нас идет окошечко. Воздушная петелька. Внутренняя стенка. Воздушная петелька. Внутренняя стенка. Все. И точно так же опять. Провязали аккуратненько. Все. И вот так вот вы шагаете по внутренней стенке полностью весь плечевой шов. То есть такой вот принцип, да, вы можете соблюдать на протяжении всего процесса соединения деталей. То есть у вас потом в дальнейшем будете боковые швы делать, да, все точно так же. Такой же принцип. Просто вы берете внутреннюю стеночку ваших петелек. И у вас по итогу получается очень красиво и очень ровно. Сейчас покажу. Когда мы перевернем, вот, здесь у нас получается все ровненько и все аккуратненько. Понятно? Все. Вот таким вот способом, тихонько, не спеша, аккуратно, строго получается столбик к столбику, воздушная петелька к воздушной, столбик к столбику, воздушная к воздушной. Провязываете вот так вот, пришиваете, да, вернее, вот до горловины. Точно так же, абсолютно вы пришиваете второе плечико, так. Когда плечики пришьете, вы можете уже пришивать и боковые, получается, швы делать точно так же. Я, по крайней мере, решила, что у меня здесь наверняка будет, ну, рапортов может быть 5, да, вот. 1, 2, 3, 4, 5 однозначно. Я буду пришивать, потом будем мерить с моделькой, потому что модель попросила сделать, чтобы вот так вот рукав был очень широкий. Ну, а вы на ваше усмотрение, как хотите. Можете покороче, можете подлиннее. Может, вы здесь вообще просто один раппорт соедините, может быть, 2. На ваше усмотрение. Так что здесь все то же самое, принцип тот же самый. То есть вы берете за внутреннюю петельку, внутреннюю стенку и аккуратно, потихонечку пришиваете. Ну, или крючком, как вам будет удобно. Договорились? Все, давайте пришиваем. Встречаемся на следующем этапе. Итак, вот вы соединили два полотна. У вас, получается, есть 2 плечевых шва. Да, все ровненько, аккуратненько. Вот, все ровненько, аккуратненько. Точно так же, по такому же принципу вы соединили
Вот. Боковые швы сделали, да, тоже все ровненько, аккуратненько. Вот. Боковой шов с одной стороны, с другой стороны. И теперь приступаем к обвязке нашего изделия. Вы можете обвязку делать вот горловинки, да, и рукавов, сейчас конкретно об этом говорим, любым удобным для вас способом. Это могут быть столбики без накида, это может быть рачишак, может быть какая-то либо другая обвязка. Я решила, смотрите, какую обвязку сделать, покажу вам. Один рукавчик уже сделала. У меня здесь буквально 2 ряда столбиков без накида и последний ряд столбики без накида вот с такими вот пико. В каждую третью петельку, получается, в каждый третий столбик без накида. Ну, в принципе, неплохо, да, можно сделать рачишак, повторюсь, то есть на ваше усмотрение, как вы хотите. Просто у меня непосредственно вот такие вот пико будут повторяться в обвязке по низу, по подолу. Я буду делать обвязочку красивую. Какая особенность? Хочу вам сказать, чтобы вы, когда будете делать первый, так скажем, набор столбиков, какая особенность? Смотрите, я вот уже начала, да, второй рукавчик и решила показать вам. Я вяжу, смотрите, в каждую арочку и в каждый столбик по одному столбику без накида. То есть я не делаю по 2, там не шагаю, где-то 2, где-то 1. Просто в столбик, столбик, в арочку 1 столбик. Следующий, вот у нас, видите, столбик, основание столбика. Столбик без накида. В арочку 1 столбик без накида. Как бы не хотелось провязать 2, да, может быть 3 столбика. То есть в данном случае вот я вяжу, да, и моей плотностью вязания, моим крючком, моей пряжи этого достаточно. Фалдить не будет, тянуть тоже не будет. Ну, а вы, конечно, будете подбирать под свою пряжу, под свой крючок, под свою плотность вязания. Возможно, вам надо будет по 2 столбика провязывать, да, а возможно, так же, как и мне, по одному столбику. Вот, я по одному. Столбик, столбик. Получается, вот в эту арочку столбик без накида. Вот в основание столбика столбик без накида, в арочку столбик без накида. Поняли, да? Вот. Первый ряд провязываем вот так вот по кругу. Начала я с подмышечки. Вот, и подмышечкой закончу. Угу. Все, давайте самостоятельно. Я вас встречу в конце ряда. Итак, смотрите, вот я, получается, рукавчик по кругу вот так вот прошла, провязала столбиками без накида. И вот я вернулась на начало ряда. Тут ничего сложного, беремся за первый самый столбик и делаем соединительную петельку. Есть. Воздушная петелька, сюда же верхушку этого же столбика, столбик без накида. И вот так вот в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида, здесь ничего сложного. Единственное, тоже хотела показать вам небольшой лайфхак, так скажем, для того, чтобы в данные столбики были очень красивые, да, вот как бы мы вяжем по привычке вот так вот, таким вот образом, да, захватываем ниточку. То есть нырнули снизу наверх, вытянули и провязали. Если кто так же вяжет, как и я, то есть у вас вот такие вот столбики получаются, да. А теперь попробуйте по-другому, смотрите. Нырнули, но захватили ниточку сверху вниз, вот таким вот образом. Вытянули, провязали, нырнули, захватили сверху вниз, провязали, нырнули, сверху вниз, провязали, нырнули, сверху вниз, провязали. Если вы посмотрите на эти столбики, они у вас выглядят в виде крестиков, как вот при вышивании крестики. Посмотрите внимательно. То есть вы можете таким же способом вязать, а можете вот именно такими крестиками. То есть на ваше усмотрение. То есть, возможно, вы так все время вяжете, да? То есть, возможно, у вас такие крестики все время получаются. Вот. И вот так вот опять провязываете по кругу до конца ряда. Вот. И здесь я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, провязали второй ряд столбиками без накида, дошли до начала ряда. Опять беремся за верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку и сразу же ее провязываем соединительной петелькой. Все, ряд закончен, соединили. Дальше, смотрите, опять воздушная петелька. Сюда же, в этот же столбик, столбик без накида. И считаем. 1. Следующий 2. Следующий 3. Стоп. Теперь, смотрите, делаем пико. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот теперь возвращаемся к нашему столбику. Беремся вот как бы за горизонтальную петельку и за вертикальную. Видите? Рабочую ниточку вытягиваем за эти петельки. И эту же рабочую ниточку вытягиваем за петельку, которая была на крючке от воздушных петелек. Все, наше пико готово. Следующие опять столбики считаем. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
Возвращаемся к нашему столбику, захватываем вот нашу горизонтальную петельку и вертикальную петельку. Вытягиваем рабочую ниточку и протягиваем ее через петельку на крючке. Есть опять пико. Дальше следующий столбик. Считаем. Раз. Следующий. 2, 3. И опять точно так же пико. Раз, два, три. Вернулись. И протянули рабочую ниточку через все петельки. Все. И вот так вот шагаете по кругу и делаете пико. Раз, два, три. Поняли? Вот. Красота, красота. Несложно, несложно. Вы, конечно, расстояние между пико можете делать на свое усмотрение. То есть у меня получается через каждые 2 столбика пико. Через каждые 2 столбика пико. Вы можете через каждые 3 делать, через 4, через 5. То есть как хотите. Пробуйте и так, и так, и так. Как больше понравится, так и делайте. Все. И вот так вот по кругу провязывайте. Присоединяйтесь к первому столбику, прячете ниточки и рукавчик готов. Да? Все, давайте самостоятельно провязывайте. Встречаемся у горловины. Итак, ну что, рукава готовы. Один рукавчик. Так. Вот, второй рукавчик. Все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к горловине. Предлагаю обвязать ее точно так же, аналогично. Единственное, что, видите, у нас здесь получается как бы вот такие вот прямые углы, да, будут. Для того, чтобы их сохранить, чтобы это была не лодочка, а все-таки вот так вот прямоугольничком. Смотрите, что мы будем с вами делать. Итак, вот берем плечевой шов, так, с любой стороны, с какой вам больше всего нравится. И начинаем с плечевого шва. Итак, ввели крючок, берем нашу рабочую ниточку. Точно так же, как и всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и этой петелькой фиксации продолжаем наше вязание. Итак, зафиксировали и вводим непосредственно в наш столбик. Воздушная петелька, сюда же опять вернулись, провязали столбик без накида. И вот сейчас до поворота, да, вот там, где наша сеточка, мы будем провязывать точно так же, как провязывали рукав. То есть в арочку столбик без накида, в столбик непосредственно столбик без накида, в арочку столбик без накида, в столбик без накида. Дальше у нас идет арочка, столбик, видите, место соединения, и следующая арочка. Я предлагаю связать вам все это вместе. Смотрите, взяли петельку в арочку, взяли петельку в столбик, взяли петельку в следующую арочку, мы уже повернулись там, где у нас получается идет, например, ну, допустим, перед, да, вот, и все это вместе за один раз провязали, поняли? Все, и вот таким вот образом мы повернулись уже вот на горизонтальную часть нашей горловины. А здесь мы шагаем четко так же по узору. В столбик, столбик, в арочку вот в это окошечко, столбик без накида. Поняли, да? То есть точно так же мы здесь провязываем столбики без накида, без каких-либо особенностей. Есть столбик, столбик без накида. Есть воздушная петелька, в нее тоже столбик без накида. То есть получается здесь немножечко будет почаще, да? Вот, но все равно не фалдить ничего не будет, не тянуть ничего не будет, все будет ровненько и все будет аккуратненько. И вот таким же образом шагаете до угла, а на углу точно так же, смотрите. Вот получается, видите, вот он, угол. Так вот, вначале в арочку взяли петельку, потом в столбик и в следующую арочку. И получается повернулись автоматически, да, и провязали все три, получается здесь петельки вместе. Понятно? Не сложно? Не сложно. Все, давайте самостоятельно. Итак, смотрите, вот получается провязали полностью, да, по кругу горловинку и вернулись к самому первому столбику. Точно так же делаем соединительную так вот петельку и соединяем конец ряда с началом. Все, есть. Теперь опять воздушная петелька, сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. И так вот идем до угла, провязываем столбик без накида. Когда дойдем непосредственно до угла, будем делать точно так же, как мы делали в предыдущем ряду. То есть у нас будет 3 столбика вместе. Так, смотрите. Раз, захватили, вот наш угол, видите? 2. И повернули как бы 3. Все вместе провязали и все. Мы уже вот на горизонтальной стороне. И здесь провязываем точно так же. До следующего угла, в
каждый столбик предыдущего ряда. У нас все столбики здесь без накида, поняли, да? Все, и вот так вот шагаете. То есть получается угол у нас сохраняется, поняли? Видите, он так и будет под прямым углом. Все. То есть каждый угол вы провязываете 3 петельки вместе. Набираете петельки до угла, одну петельку, в углу одну петельку и после угла. И все. И точно так же делайте еще с 3 углами. И давайте самостоятельно. И опять здесь вот на плечевом шве встретимся. Договорились? Несложно? Думаю, несложно. Вы справитесь. Итак, хочу показать небольшую особенность третьего ряда, когда вы будете провязывать пико. Так? То есть получается, начинаем мы вот от плечевого шва, точно так же, да, третий ряд. И здесь вы просто эту часть до угла эмпирически подбираете, сколько у вас здесь будет пико. Это зависит от того, сколько вы здесь провязывали дополнительных рядочков. Поняли? Когда вы на углу провязали точно так же 3 петельки вместе, так, вы, когда поворачиваетесь на вот эту вот горизонтальную сторону, да, вот горизонтально, здесь вы оставляете точно такой же шаг. То есть пико, 2 столбика, пико, 2 столбика, пико, 2 столбика, как мы провязывали на рукавах. Поняли, да? На повороте опять делаете 3 петельки, провязываете вместе. Вот, 3 петельки вместе. Повернулись. И здесь тоже, в зависимости от того, сколько у вас здесь было дополнительных рядочков провязано, столько вы будете делать пико. То есть в моем случае вот до шва 1 пико, после шва 1 пико. Поняли? А дальше опять идет поворот. Опять провязываем 3 петельки вместе. Вот. Итак, вот наш угол. Так? И мы захватываем 3 петельки. Раз. Угол захватили и после угла захватили. Провязали вместе. Так? И здесь я посчитала, что у меня будет 2 столбика в начале. Раз, 2. И на третий пико. Поняли? Раз, 2, 3. И шагаем. То есть по горизонтальной линии вы тоже сами для себя подберете. Начинаете вы с пико или начинаете вы с одного столбика. Ну поняли, да, принцип? То есть вот здесь тоже, в зависимости от того, сколько вы оставили для горловинки, точно так же подбирайте, с чего вы начнете. С одного столбика, с 2 столбиков или сразу же с пико. То есть на ваше усмотрение. Ну, надеюсь, я правильно вам объяснила, вы поняли. Все. Опять делаем пико. И все. И вот так вот по кругу. Не сложно? Не сложно. Получится оригинально и красиво. Все, давайте самостоятельно и заканчиваем ряд. Итак, вот горловина готова. Все ровненько, аккуратненько. В дальнейшем ее обдадим паром. Вообще будет здорово. Рукавчик готов. Рукавчик готов. Теперь приступаем непосредственно к обвязке подола. Да, если вы хотите, можете обвязывать вместе со мной. Схемку к обвязке я прикладываю. Смотрите, в принципе, читабельная, понятная. Кто умеет работать со схемками и нравится такая схемка, можете обвязывать самостоятельно. Кто не умеет работать со схемкой, повторите за руками, обязательно все получится. Но еще какое условие? Вы можете обвязывать, как я, да, то есть это будет такими интересными волнами ажурными. Можете оставить обвязку как на рукавах, как горловина, то есть столбики без накида и пико. Можете придумать свою обвязку, какую хотите, творческий процесс, никто вас не ограничивает, поняли? Все, а я приступаю непосредственно к обвязке, которую я решила сделать. Итак, идем от бокового шва, вот наш боковой шов. Присоединяемся к нему. Так, рабочая ниточка. Делаем петельку фиксации. Здесь без изменений, все как всегда. И эту петельку протягиваем через этот столбик. Воздушная петелька. Нырнули сюда же, в верхушку этого же столбика, провязали столбик без накида. То есть смотрим по схемке. По схемке у нас первый ряд. Мы должны будем с вами провязать столбики без накида. И вот так вот по порядку. В арочку столбик без накида. Дальше в столбик, да, в основание его, столбик без накида. В арочку столбик без накида. То есть ряд несложный. Вы должны будете просто-напросто подготовить, так скажем, почву к нашему узору, который будем мы провязывать. И сделать вот таким вот образом весь ряд столбиками без накида. Это несложно. Это быстро. Поэтому давайте. Я вот, видите, ввязала ниточку. Потом я кончик отрежу. Все. И вот так вот шагаете по кругу. Столбик провязываете, столбик без накида, арочку столбиком без накида. Столбик, столбик без накида, арочку, столбик без накида. Поняли, да? Все. Несложно, несложно.
Давайте, провяжите по кругу, и я вас встречу. Договорились? Итак, смотрите, и в дополнении, получается, когда вы будете обвязывать краем первым рядом столбиками без накида, так скажем, небольшое уточнение. Давайте я вам его проще, наверное, запишу. Зарисую, запишу. Смотрите, раппорт узора обвязки, вот раппорт, он равняется 18 петелек. Мы вяжем по кругу, поэтому никаких плюс 1, 2, 3 не будет. То есть раппорт 18 петелек. У меня получается, я набирала по переду и по спинке 145 плюс 145 петелек. У меня получается 290 петелек. Так? Если я 290 разделю на 18, у меня получится 16 и там какие-то еще циферки. Так? То есть 16 раппортов. Ну, давайте наоборот. 18 петелек умножим на 16 раппортов, получается 288 петелек. Поняли? То есть получается 2 петельки. Вот, сразу распишу, чтобы было понятно. У меня 290, должно быть 288. То есть 2 петельки, как бы лишние, да? Получается, я спереда, со спинки могу забрать по одной петельке. Минус 1 петелька, минус 1 петелька. Это не критично, то есть на любом этапе я могу это сделать. Я буду делать на боковых швах. Я просто-напросто провяжу петельки. Вот, например, но это я буду делать сбоку, поняли, да? То есть я дойду до бокового шва, и вот здесь вот непосредственно, когда у меня будет, получается, в арочку, да, столбик без накида, и здесь у меня был столбик, и здесь у меня столбик, да, то есть просто я в центр провяжу один столбик, и все. И опять в арочку, поняли? То есть у меня, по идее, идет столбик, 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 столбик. А я, наоборот, в центре провяжу только один столбик. Как и с этой стороны я начала, вот, в центре у меня будет один столбик. То есть после арочки вот сюда в столбике столбик провязывать не буду. Я сразу же соединю. Поняли? У вас, в свою очередь, могут быть другие цифры. Да? Самое главное, у вас может быть больше, чем 290, меньше, да, как вы там непосредственно провязывали, раппорт узорчика делали. То есть если вы берете такую же схемку, то есть просто-напросто точно так же, но немножечко, скажем, подгоните под свои петельки. Все, несложно. Вяжем. Итак, смотрите, вот мы провязали, получается, по кругу столбики без накида. И здесь я присоединяюсь после арочки сразу же вот к своему столбику, так, который я провязывала соединительной петелькой. Все, количество столбиков, нужное мне для раппорта узорчика, я сделала. Дальше смотрим по схемке, вяжем. Воздушная петелька. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, столбиком без накида. Провязали. Вот такая вот арочка. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустили 2 столбика опять. 1, 2. В третий нырнули, провязали столбик без накида. 2 арочки. Дальше будьте внимательны. Воздушная петелька, накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, накид. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька и накид. Сюда же опять нырнули и провязали еще один столбик с накидом. Получается, ну, вот такой вот, назовем его веерочек, да? Дальше воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий нырнули, провязали столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий нырнули, столбик без накида. Есть. Арочка. 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика пропустили, в третий столбик без накида. Есть. Все. Дальше получается повторение. Опять арочка, арочка, веерочек, арочка, арочка. Угу. Давайте вместе. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
2 столбика пропустили, в третий столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика пропустили, в третий столбик без накида. Теперь 1 воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, сюда же еще раз столбик с накидом. Воздушная петелька, сюда же еще раз столбик с накидом. Теперь делаем воздушную петельку, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязываем столбик без накида. Есть 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий столбик без накида. 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем 2 столбика и в третий столбик без накида. Все, мы с вами провязали уже 2 раппорта. Так? Дальше вы провязываете по кругу самостоятельно. Встречаемся в начале ряда. Вот здесь вот. Ага. Все, несложно. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали по кругу и вернулись на начало ряда. Присоединяемся вот к самому первому столбику, ныряем в него и делаем соединительную петельку. Все, ряд наш закончен. Все ровненько, аккуратненько. Красота. Далее 3 петельки подъема по узорчику. 1, 2, 3. Здесь будет как бы у нас на боковом шве такой небольшой шовчик, но он будет незаметный. Далее 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, итого 5 воздушных петелек. Далее переключаемся в большую арочку, провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся в следующую большую арочку, столбик без накида. А теперь смотрите, будем работать вот с нашим веерочком, вернее с арочками от веерочка. Первая арочка с воздушной петельки. Делаем сюда 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся в следующую арочку и провязываем сюда тоже 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. Следующая арочка. Точно так же 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. И последняя арочка. В нее нырнули, провязали 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть был такой маленький веерочек, а стал уже, видите, какой побольше, вырос. Дальше переключаемся вот на нашу арочку и сразу же провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся на следующую арочку, провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся на следующую арочку, столбик без накида. Далее опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся в следующую арочку, столбик без накида. Получается, у нас здесь от веерочка до веерочка в первом ряду были 4 арочки. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас будут 3 арочки. 1, 2, 3. Далее точно так же, как мы провязывали наш веерочек. В первую арочку 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петельки. Во вторую 2 столбика с накидом. 1, 2 и 2 воздушные петельки. В третью 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петельки. И в четвертую 2 столбика с накидом. 1, 2. Все. Очередной веерочек вот такой у нас вырос. И все, дальше все то же самое. Шагаем по арочкам, провязываем столбики без накида и по 5 воздушных петелек. Здорово, здорово и несложно. Все, самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали, получается, по кругу и вернулись на начало ряда. Здесь у нас были 3 петельки подъема, помните, да? Мы делаем после столбика без накида 2 воздушные петельки и присоединяемся к 3 петельке подъема. На этом наш ряд закончен. Вот мы соединили. Далее делаем 1 воздушную петельку и сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
Переключаемся на следующую арочку и здесь провязываем столбик без накида. Есть. Далее смотрите, сразу же, да, делаем накид и переключаемся вот на наши столбики от нашего веерочка. Начинаем с первого столбика. Вот он, первый столбик. Провязываем столбик с накидом 1 и сюда же столбик с накидом 2. В следующий столбик по порядку провязываем 1 столбик. У нас получается была арочка, 2 столбика, теперь 3 столбика. Поняли, да? Опять 2 воздушные петельки. Переключаемся вот на наши столбики. Опять в первый столбик 2 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. А во второй столбик провязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Следующие столбики провязываем точно так же. В первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. А во второй столбик 1 столбик с накидом. Угу. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот последняя наша пара. Мы в первый столбик точно так же провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. А во второй столбик 1 столбик с накидом. Итого у нас получается 3 столбика с накидом. Переключаемся сразу же в арочку столбиком без накида. Поняли? Вот наш веерочек, который был вот буквально 3 столбика. Теперь видите, какой он вырос, какой большой. Далее идем по арочкам. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся в следующую арочку столбиком без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся в следующую арочку столбиком без накида. И сразу же опять начинаем. Вот наши 2 столбика. И сразу же начинаем провязывать столбики с накидом. В первый столбик 2 столбика, во второй 1. 2 воздушные петельки. В первый столбик 2 столбика с накидом. Во второй столбик 1. 2 воздушные петельки. Точно так же. В следующий столбик 2 столбика с накидом. И следующий 1. 2 воздушные петельки. И последняя наша пара. 2 столбика с накидом. 1, 2. И во второй столбик 1 столбик с накидом. И сразу же присоединяемся в арочку столбиком без накида. Поняли, да? То есть веерочки наши растут. Арочки потихонечку уменьшаются. Было 4. Потом 3. Теперь уже 2 арочки. Поняли? Вот наши веерочки, арочки. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Схемка перед вами. Получается, по кругу провяжите, и я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали, получается, по кругу и дошли до начала нашего ряда. Здесь у нас был столбик без накида. Ныряем в этот столбик и делаем соединительную петельку. Все, ряд наш соединился. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так. Далее 2 петельки по узорчику. 1, 2. Итого получается у нас здесь 5 воздушных петелек. Присоединяемся вот в арочку и делаем столбик без накида. А далее начинается наш веерочек, наши столбики. Помните, у нас здесь было 3 столбика. Так. Теперь мы увеличиваем. Смотрите, как в первый столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. Во второй столбик 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. А в третий столбик 1 столбик с накидом. Итого у нас получается 4. Поняли, да? 1, 2, 3, 4. Дальше опять 2 воздушные петельки. И вот опять наши 3 столбика. Первый и последний провязываем по одному, а центральный провязываем 2 столбика. Давайте. Первый столбик, 1 столбик. Второй столбик, здесь будут 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. И третий столбик получается, здесь уже будет 1 столбик, итого 4. Поняли? 2 воздушные петельки и дальше точно так же. В первый столбик 1 столбик провязываем с накидом, во второй 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. И в третий 1. Итого получилось вот 4. 2 воздушные петельки и последний комплект наш провязываем точно так же. 1 столбик, здесь у нас будет
2 столбика с накидом и 1 столбик с накидом. Все, смотрите, вот наш веерочек, видите, как вырос. Какой он был маленький, 3 столбика, теперь он вот такой вот большой, широкий. Дальше переключаемся на арочку и провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. Все, и опять переключаетесь на столбики и начинаете увеличивать их количество, провязывая по 4 штуки. Понятно? Не сложно? Не сложно. Все, давайте самостоятельно провязывайте вот до начала ряда. У вас все получится. Схемка перед вами. Давайте. Так, смотрите, вот мы дошли до начала ряда. Здесь у нас столбик без накида. Делаем 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к третьей петельке подъема соединительной петелькой. Все, мы соединили конец ряда и начало ряда. Дальше, смотрите, делаем 1 воздушную петельку подъема. Сюда же возвращаемся и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И тут будьте внимательны. По схемке у вас показано, что нужно присоединяться ко второму столбику, да? Но если мы делали по поворотными рядами, было бы красиво. Но мы, так как делаем по кругу, мы будем присоединяться к третьему столбику. Так, смотрите, провязываем столбик с накидом. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же к столбику, захватываем вот так вот 2 петельки. Вытягиваем рабочую ниточку и протягиваем через петельку на крючке. Получается вот такое пико. Накид. Сюда же, в этот же столбик, провязываем еще 1 столбик с накидом. Тоже делаем пико. 3 воздушные петельки. Вернулись сюда же, верхушку этого же столбика. И провязали вот так вот рабочей ниточкой. И точно так же третий столбик с накидом. И 3 воздушные петельки. Вернулись к верхушке столбика, протянули рабочую ниточку, сформировали вот такой вот пико. Есть. 2 воздушные петельки, переключаемся на арочку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, опять переключаемся к третьему столбику, 1, 2, 3, 4, в третий, и провязываем точно так же. Столбик с накидом, на верхушке будет пико. Так, провязали. Сюда же опять столбик с накидом. На верхушке будет пико. Так. Есть. И третий столбик с накидом. И опять 3 воздушные петельки. Вернулись к столбику и зафиксировали петельки. Понятно? То есть возле каждого такого лепесточка, каждый лепесточек будет заканчиваться вот такими интересными элементами. И вот так вот вы шагаете на протяжении всего круга. Вот так вот провязываете столбик без накида. Дальше опять 2 воздушные петельки. В третий столбик провязываете опять 3 столбика с пико. Дальше 2 воздушные петельки. Сюда столбик без накида. Здесь 3 столбика с пико. Здесь получается вы присоединяетесь в арочку столбиком без накида. 3 столбика с пико, столбик без накида, 3 столбика с пико и так далее. Поняли? Я надеюсь, все понятно. Давайте самостоятельно до конца ряда, вернее, как бы до начала ряда, да, вот до нашего столбика без накида. Все. На этом заканчивается вся обвязка. Давайте, у вас получится. Итак, обвязка готова. Рукава, горловина, так, подол. Вот такая вот интересная волнистая обвязка. И что я хочу сделать здесь дополнительно, чтобы она не была кофточка непосредственно такой распашонкой. Я предлагаю здесь вот в этих самых первых окошечках, которые мы с вами делали, самый первый ряд нашего узора, вот таким вот образом продеть шнурочек, которым связать из той же пряжи, из которой был сделан непосредственно сделана сама кофточка, такая вот туничка. То есть вы можете оставить так, как есть, вы можете сделать точно так же шнурочек, вы можете сделать шнурочек не из пряжи, вы можете сделать ленточку, вы можете сделать цепочку, то есть все что угодно на ваше усмотрение. Итак, давайте свяжем шнурочек. Итак, смотрите, я беру 2 кончика ниточки, то есть вы можете взять изнутри моточка и снаружи, да, и вязать столько, сколько вам необходимо в длину. Крючок я беру, смотрите, у меня был крючок 3, да, я вязала. А здесь я беру 3,5, то есть чуть-чуть побольше, чтобы у нас шнурочек был чуть пообъемнее. Вначале, смотрите, все как всегда, делаем петельку фиксации, здесь без изменений, зафиксировали, потом кончики мы спрячем, да. И теперь, смотрите, у нас есть 2 ниточки.
Одну, получается, вы делаете на палец, как мы все время провязываем, вторая будет у вас рядышком. Вначале покажется неудобно, но потом все будет хорошо. Итак, первая ниточка, которая перед нами, да, мы захватываем ее вот так вот сзади наперед, кладем на крючок. И потом берем нашу рабочую ниточку, как мы все время провязываем, да, заднюю ниточку получается, и провязываем вот так вот вместе. Опять первую захватываем, кладем ее, получается, на крючок и задний провязываем. Первую кладем вот так вот на крючок, спереди назад, получается, мы кладем ее и провязываем. Спереди назад и провязываем. Поначалу будет неудобно, потом приноровитесь и все получится. И вот таким вот образом. Захотите, можете брать крючок еще потолще, захотите, оставляйте такой же, который у вас был. То есть здесь на ваше усмотрение. И вяжете вы в длину данный шнурочек столько, сколько вам необходимо. Возможно, у вас будет просто небольшой узелок вы завяжете. Возможно, это будет большой красивый бант, да. То есть, возможно, насколько фантазии хватит. Либо этот бант или узелок у вас будет спереди, либо сбоку. Может быть, он даже у вас будет сзади. То есть здесь вы дизайнер, как вы захотите, так и сделайте. То есть шнурок у вас может быть там, не знаю, 70 сантиметров, может быть метр, полтора. Не ограничивайте себя, пробуйте, вяжите. Кстати, распускается он легко. То есть если вдруг вам необходимо будет уменьшить размер, да, то есть померяйте на себе. Если необходимо уменьшить размер, то, пожалуйста, убавляйте, убирайте петельки и все. Красота. И вот такой вот шнурочек получается. И вы протягиваете его через первый, получается, ряд нашего узора, там где окошки, точно так же свободным способом. Можете через одно окошко, можете через два, через три, как хотите. Такая красота. Все. Пойдемте мерить на модельке. Так, смотрите, вот шнурочек готов. Я его уже протянула, получается, через окошечки. Одно окошечко я вовнутрь, да, другое окошечко наружу. Вовнутрь, наружу, вовнутрь, наружу. Вот такой шаг у меня. Вы можете делать по-другому. 2 через 2, 3 через 3 и так далее. Завязочки могут быть как спереди, так и сбоку. Завязочки могут быть свободные, могут стягивать, да, ваши изделия. То есть как хотите. Длину определяете вы, завязки определяете вы, то есть на ваше усмотрение. Вот такая красота. Несложно, несложно. Принцип понятен. Итак, какой у меня расход пряжи? Получается, я вязала на обхват 60 сантиметров, да, ну 59,5. В длину у меня получается около 60 сантиметров. Получается, сама по себе вот эта вот обвязочка, да, она составляет 6 сантиметров. То есть рассчитывайте. И в итоге у меня ушло 5 мотков моей пряжи. Ровно. То есть последние уже остаточки я вязала в шнурочки. Все. То есть ровно 5 моточков. Рассчитывайте на свой объем, берите свою пряжу. Не обязательно такую, как у меня пряжа. Так? Вы можете брать абсолютно любую. Самое главное, вам принцип узора понятен, принцип непосредственно изделия понятен. Творите с удовольствием. Напоминаю, что пошаговый мастер-класс в PDF-формате вы можете приобрести в моем Etsy-магазине. Ссылочку я оставлю под видео в описании, да, и в закрепленном комментарии. Бежите с удовольствием. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и бежите с удовольствием. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Всем заранее спасибо большое. Ну что ж, встретимся в новых видео. Пока-пока.